Привет, меня зовут Арина. Сегодня в России Пасха, а это значит, что сегодня вместе с вами мы читаем текст на эту тему. Это канал «Мороз и солнце», канал для тех, кто изучает русский язык. Итак, начинаем! Пасха – очень важный праздник в нашей культуре. Он требует от нас серьезности и соблюдения определенных традиций. Познакомимся с этими традициями через текст Саши Черного «Пасхальный визит». Это история о маленькой русской девочке, которая живет в Италии, но сохраняет русские традиции. Читаем и комментируем. Однажды утром Нина проснулась, заглянула на стул перед диваном. Сюрприз! Белое шелковое платьице, канареечная лента. Итак, как только девочка открывает глаза, она уже чувствует атмосферу праздника. Ее семья небогатая, но даже несмотря на это, ее мама подготовила ей новое белое платье. Белый цвет здесь не случайно. Он часто используется на всех главных праздниках. Как правило, это символ чистоты, а во время Пасхи – символ воскресения Иисуса Христа. О, сегодня ведь праздник! Русская Пасха! Как же она забыла? Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. Да, на завтрак во время Пасхи у нас вареные яйца. Яйца – это символ новой жизни. Их мы готовим заранее, красим или украшаем, делаем их яркими и праздничными. Прежде чем есть яйца, мы их бьем друг от друга с нашими близкими. Это как игра. К церкви это не имеет никакого отношения. Продолжаем читать. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, сеньору Леонарди, чтобы запек. Здесь речь идет о другом, главном символе Пасхи – о куличе. С греческого это означает круглый хлеб. Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та, как чисто! Это упоминание о чистоте не случайно. Перед Пасхой у нас есть чистый четверг. В этот день мы обязательно должны прибраться в доме. В русском Яндексе есть даже целая рекомендация, как нужно убирать дом для Пасхи. Делаем мы это для того, чтобы в сам день Пасхи мы могли только отдыхать и радоваться душой. Сама оделась, вот умница. Христос воскресе, Ниночка. А как надо отвечать? Я уже забыла. Воистину воскресе. Воистину. И поцеловались они не 3, а 5 раз в засос. Так уж случилось. Во время Пасхи мы обязательно говорим друг другу «Христос воскресе». В ответ вы должны сказать «Воистину воскресе». Нина повертелась по комнате, пол чистый, подметать не надо, и вспомнила. «Ты ведь сегодня не вышиваешь?» «Кто же сегодня вышивает?» «Вот и отлично, значит, мы пойдем в зоологический сад. Ты ведь обещала, да?» Здесь снова повторяется мысль. Кто же сегодня вышивает? То есть в Пасху работать нельзя. Это праздник. Обычно в этот день мы ходим в церковь и проводим время с семьей, с близкими. Посмотрим, чем закончится этот рассказ. Далее мама и дочь идут в зоопарк.
Там девочка встречает много животных и начинает с ними говорить. Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом. «Добрый день, сеньор, как поживаете?» Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски. По-русски ведь они не понимают. Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски. Медведь ведь русский был. «Здравствуй, здравствуй, скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи, вкусно. Вот увидишь, как вкусно». Мы можем понять, что Нина взяла из дома несколько яиц и кусочек кулича, чтобы поздравить медведя. Ей хочется, чтобы и у зверя в этот день был праздник. Она хочет разделить эту радость с ним. Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал. Еще съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу к колбу, точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен. Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала. Воистину, воистину. Должно быть, это то же самое, что на здоровье. Мы с вами прочитали только отрывок, который связан с сегодняшним праздником. Вы можете прочитать этот рассказ целиком. Я уверена, что вы найдете для себя много нового там. Завершая эту тему, добавлю. На Руси Пасху отмечали от 3 до 7 дней. Именно в это время нужно много веселиться. Обязательно должен быть праздничный стол, на душе должна быть радость. Теперь это время для игр, танцев и песен. А на этом сегодня все. Христос воскресе! Пойдемте праздновать!